Всем привет! На улице дождь, а мы начинаем читать сегодня новую книгу «Трагический январь». Книга Леонида Млечина «Президент Токаев и извлечение уроков». Как сказал GPT-чат, во все, что написал автор, лучше не верить, но автор хороший, старается подходить к написанию книг очень хорошо, поэтому слушайте, делайте выводы, комментируйте, если хотите. Леонид Млечин. Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков. Почему за трагическими январскими событиями 22 года в Казахстане с волнением следили во всем мире, и прежде всего в ближайшие соседи – Россия и Китай? Экономически успешная и богатая нефтью страна – опора политической и экономической стабильности в стратегически важном, но взрывоопасном регионе. Казахстан – самое крупное государство в Центральной Азии, а на постсоветском пространстве второе по территории и третье по численности населения. В те дни судьба страны зависела от одного человека – от президента Касыма-Жомарта Токаева. То есть, кто все это затеял, исходили из того, что президент даст слабину, испугается, а может быть и уедет из страны. И сильно в нем ошиблись. Он не мог покинуть свою страну и сделал все, чтобы ее спасти. Недовольство, вызванное ростом цен на топливо, неожиданно переросло в масштабный политический протест, а затем в террористические акции, в антигосударственный заговор. Но до сих пор многое непонятно. О том, что же приключилось в январе 22 года, и о сегодняшнем Казахстане, который России сосед, партнер и союзник, рассказывает новая книга Леонида Млечина, побывавшего на месте событий. Также эта книга, как и все остальные, участвует в розыгрыше за лучший комментарий, поэтому пишите, комментируйте, если что, я вам ее постараюсь завести. И, как обычно, по вот этому QR-коду вы можете отправить донат на Каспи, либо по ссылке в описании на любую другую книгу, мы ее купим и почитаем вместе с вами. Всем приятного просмотра и прослушивания. Всем привет! Продолжаем читать книгу. Сегодня у нас глава 15 третьей части. Спор о границе. Второе важнейшее направление казахской внешней политики – китайское. В Казахстане опасались, не возникнут ли у Китая территориальные претензии к соседу, но казахской дипломатии удалось решить все спорные вопросы. Токаев. Китай быстро отреагировал на крупнейшее событие на исходе 20-го столетия. 25 декабря 1991 года министр иностранных дел КНР Цянь Сичень, выступая на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, заявил, что распад Советского Союза знаменует собой окончательное завершение американо-советского противостояния, холодной войны между Востоком и Западом, двухполярной системы мирового сообщества. Через 2 дня Цянь Сичень направил телеграмму Андрею Козыреву, которому сообщил, что КНР признает правительство Российской Федерации. Такое же сообщение получило и правительство Казахстана. Китайское руководство информировало о том, что признает суверенитет и независимость нашей республики, готово развивать с ней дружественные отношения и равноправное сотрудничество. В 1992 году министр иностранных дел Китая стал членом Политбюро ЦК КПК. Это означало укрепление его аппаратных позиций. Токаев. Осенью 1992 года Цянь Сичень совершил официальный визит в Казахстан. В канун его прибытия я находился в Худжанде, где по поручению президента выполнял посредническую миссию в межтаджикском урегулировании. Сессия Верховного Совета Таджикистана завершилась избранием на пост председателя Эмомали Рахмонова, стоявшего во главе Объединенного фронта и получившего мощную поддержку земляков из Кулябской области. Из Худжанда на автобусе добрался до Ташкента, где встретился с Цянь Сиченем, которому сообщил, что в Казахстане его с нетерпением ждут. Он предложил мне вместе лететь в Бишкек, с чем я охотно согласился. В самолете Як-40 мы вспомнили былое и всласть поговорили о настоящем. Цянь Сиченя интересовала ситуация в Казахстане и других среднеазиатских республиках. В Бишкеке распрощались,
пожелав друг другу счастливого пути и успехов, условились встретиться в Алма-Аты. Китайский министр был принят президентом Назарбаевым, который решительно заявил о нашем стремлении развивать разностороннее сотрудничество с Китаем. Это был, напомню, 1992 год. До полного урегулирования пограничных проблем нужно было пройти 5-летний путь напряженных переговоров, а до подписания договора о добрососедстве и сотрудничестве оставалось долгих 10 лет. В подготовке всех важных документов ключевую роль играл Цянь Сичень, как в качестве министра иностранных дел, так и заместителя премьера Госсовета КНР. Мне поручили выступить в качестве переводчика. Я охотно согласился, поскольку еще не утратил соответствующие навыки. Помнится фразу президента о том, что визит китайского министра, к сожалению, краток и не дает возможности ознакомиться с ситуацией в Казахстане, я перевел с добавлением популярной в Китае пословицы «Цима каньхуа» – на полном скаку любоваться цветами. Это вызвало радостное оживление среди членов китайской делегации и, думаю, способствовало успеху переговоров. Начали практически с нуля, ведь у Казахстана не было договоров с Китаем, если не считать нескольких декларативных документов, подписанных во время визита премьер-министра Сергея Терещенко в Пекин в феврале 1992 года. Показательно, что на тот момент действовало только одно совместное предприятие, которое мы с Цянь Сиченем посетили. В убогом помещении шла сборка китайских термосов. Уже тогда было ясно, что этот заводик долго не протянет, потому что проще покупать термосы в том же Китае, да и интерес к ним скоро сойдет на нет. Но Цянь Сичень вежливо пожелал работникам предприятия успехов. Сказал, что это только начало долгого сотрудничества, делового сотрудничества. Запомнились совместная поездка в село Дегерес, где Цянь Сиченю показали кониферму и устроили щедрый обед с соблюдением всех казахских обычаев. Мне показалось, что китайскому министру было любопытно посмотреть сельскую глубинку, и проявленное гостеприимство ему понравилось. Хотя, откровенно говоря, условий для приема высокопоставленных гостей в то время не хватало. МИДовский протокол не был искушен в такого рода мероприятиях. Брали, как говорится, энтузиазмом и верой в успех. При отлете из Алматы Цянь Сичень пожелал мне успехов, благодарил за гостеприимство и пригласил в Пекин. Мир с интересом присматривался к новой фигуре. Министр не повышал голоса, всегда сохранял спокойствие. Вскоре выяснилось, что карьерный дипломат, умело избегающий конфликтов и способный найти компромисс, на самом деле обладает твердым характером и может и умеет быть жестким. Одной из самых сложных проблем для Касым-Жомарта Токаева стало территориальное размежевание с Китаем, как и для его российских коллег. Переговоры с Китаем о том, где проводить границу между странами, продолжались многие годы. Наконец подписали договор, и дипломаты занялись демаркацией и демилитацией границы, то есть устанавливали, где она точно должна пройти. Специалисты в один голос говорили: «Впервые в истории оформлена граница, радоваться надо». Китайцы отказались от своих претензий. Но, скажем, в России некоторые политики публично заявляли, что договор противоречит нашим интересам, отдаем Китаю часть своей территории. Наверное, это выглядело очень патриотично, стучать кулаком по столу и говорить, что договор с китайцами надо разорвать. Тот, кто так говорил, не понимал главного. В Китае эти заявления воспринимали крайне болезненно. Ведь такие же суперпатриоты есть и по ту сторону границы. Причем среди 1 миллиарда 400 миллионов китайцев их даже больше. Если бы тогда сорвали демаркацию границы, китайские суперпатриоты считали бы, что руки у них развязаны. А территориальные претензии уже давно были сформулированы в Пекине. Советский Союз захватил слишком много земель, заявил в 1964 году председатель ЦК Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун. Слова Мао прозвучали как прямое обвинение. У Китая есть территориальные претензии к Советскому Союзу. И сразу возник вопрос, не намерен ли Мао силой решить этот спор. В июле 1964 года Мао Цзэдун принимал представителей Социалистической партии Японии. Гости из Токио поинтересовались у Мао, что он думает относительно
давнего конфликта между Японией и Советским Союзом из-за Курильских островов. Он ответил неожиданно резко. На Ялтинской конференции Монголии номинально предоставили независимость, номинально отрезали ее от Китая. Фактически же она находится под контролем Советского Союза. Мы в свое время ставили вопрос о том, нельзя ли возвратить Монголию Китаю. Они нам отказали. Они отрезали от Румынии кусок, называемый Бессарабией, отрезали от Германии кусок, Восточной Германии. Они еще отрезали кусок и от Финляндии. Они отрезали все, что можно было отрезать. Более 100 лет назад они отхватили земли к востоку от Байкала, включили и Хабаровск, и Владивосток, и полуостров Камчатка. Этот счет не погашен. Мы еще не рассчитались с ними по этому счету. Вернувшись в Токио, японцы опубликовали тексты беседы с Мао. Вспыхнул скандал. Отношения между Советским Союзом и Китаем уже были испорчены. Но до этого дня спор двух компартий носил большей частью теоретический характер. Кто больше марксисты? Мао же превратил идеологический спор в межгосударственный. Слова насчет того, что мы еще не рассчитались, в Советском Союзе восприняли как прямую военную угрозу. 15 сентября 1964 года первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев тоже принимал японскую делегацию. Хрущев дал публичный ответ Мао. В его голосе звучал металл. Конечно же, если нам войну навяжут, мы будем сражаться всеми своими силами и всеми средствами. А средствами войны мы располагаем достаточно мощными, я бы сказал, неограниченными. И если агрессоры развяжут войну, то они в ней погибнут. Я вынужден был вчерашний день потратить на осмотр новых видов оружия. Мне пришлось этим заниматься, потому что, пока в мире есть еще волки, надо обязательно иметь средства для того, чтобы защищаться от этих волков. Что означали слова Мао Цзэдуна, сказанные японцам, о том, что Советский Союз захватил слишком много земель? В Пекине с февраля 1964 года шли территориальные переговоры. Китайцы предложили упорядочить линию границы и заключить новый договор. Москва согласилась. Дипломаты работали вполне успешно. Но Мао, похоже, хотел подтолкнуть переговоры и промахнулся. Переговоры были прерваны. Вражда усилилась. Мао, похоже, сам испугался. Он объяснил гостям из Северной Кореи. Мы сейчас говорим некоторые пустые слова. Говорим, что правительство царской России отрезало у нас 1 500 000 квадратных километров. Хотим ли мы требовать возвращения этих районов? Мы и не думаем требовать этого. Цель состояла в том, чтобы привести Советский Союз в напряженное состояние и благодаря этому добиться сравнительно рационального договора о границе. Примерно то же самое Мао повторил албанскому министру обороны. Мы стремились к тому, чтобы на пограничных переговорах находиться в наступлении. Возможно, вы считаете, что мы и вправду хотим возвратить 1 540 000 километров земель, захваченных царями. Мы отнюдь этого не хотим. Это и называется произведением холостых выстрелов, приведением их в напряжение. Хрущев такой человек, что если в него не произведешь несколько холостых выстрелов, то он будет чувствовать себя нездоровым. Советские люди стали воспринимать Китай как врага номер один, и китайцы готовились к войне с Советским Союзом. Начались стычки на границе. В марте 1969 года пролилась кровь. Китайские солдаты стреляли в советских. Взаимная ненависть достигла предела. Мао Цзэдун привел в реальность большой войны. Мао Цзэдун поверил в реальность большой войны, опасаясь ракетно-ядерного удара. Член Политбюро, начальник Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая генерал Хуан Юшен отдал приказ номер 1 о рассредоточении руководства страны. Члены Политбюро должны были разъехаться в разные города, чтобы не погибнуть в пламени ядерного удара. Несколько месяцев в Китае царил военный психоз. Строились гигантские бомбоубежища. Когда Мао согласился на приезд в Пекин советской делегации для ведения пограничных переговоров, он всерьез предполагал, что на самолете может находиться ядерная бомба, поэтому все руководство страны спешно покинуло столицу. Он успокоился только
Тогда, когда советский самолет благополучно приземлился и делегация спустилась по трапу без бомбы в руках. Мао Цзэдун в 1976 году ушел в мир иной. Территориальные претензии Пекина остались. Вот почему так важно было уладить пограничные дела с Пекином. Но китайские националисты, которые повторяют вслед за Мао Цзэдуном слова о землях, отрезанных Россией, никуда не делись. Тем более, что сегодня китайцы считают себя державой номер 2. Россию воспринимают как ресурсный тыл. А к 2049 году, когда будет отмечаться столетие Народной Республики, Китай твердо намерен стать самой крупной державой и вернуть себе определяющую роль в мировых делах. Китай не ищет свое место под солнцем, как 100 с лишним лет назад говорили в кайзеровской Германии. Скорее, Китай вновь занимает свое законное место солнца. Глава КНР Си Цзиньпинь в программной речи сказал: «Мир нуждается в Китае. Никто не вправе диктовать китайскому народу, что он должен делать или чего он не должен делать. Китай не станет развиваться за счет интересов других стран, но никогда не откажется от своих законных прав и интересов». Когда в России звучат чьи-то слова насчет того, что какие-то казахстанские территории еще недавно были российскими, это не только рождает жесткую реакцию в самом Казахстане, но и это самое опасное – греет сердца тех китайских националистов, которые уверены, что историческая несправедливость должна быть исправлена и исконно китайские земли возвращены КНР. Для министра иностранных дел Касыма-Жомарта Токаева отношения с Китаем были предметом особой заботы, потому что у Казахстана, как и у России, огромная общая граница с Китаем. Она проходит причудливой линией. На протяжении истории граница переносилась то туда, то сюда. Все это создавало основу для взаимной нетерпимости. Невозможно игнорировать и реальности демографического характера. Дурные предчувствия преследуют политиков, когда они думают о том, как по ту сторону границы стремительно растет население Китая. Токаев. В наследство от советско-китайской конфронтации независимому Казахстану остались неурегулированная граница с миллиардным Китаем протяженностью 1700 километров. Надо помнить, что эта страна в конце 60-х годов не побоялась пойти на военное столкновение с супердержавой, каковой был в то время Советский Союз. Поэтому иного пути, нежели дипломатические переговоры, для решения пограничных проблем попросту не существовало. Основное внимание делегации Китая уделяли рассмотрению текстов договоров, подписанных еще в середине XIX века. Кроме того, было достигнуто важное соглашение о том, что основные результаты советско-китайских договоров не будут пересматриваться. Стороны направят усилия на решение спорных проблем. Эти проблемы касались сопредельных территорий около перевала Чаган-Обо в Восточно-Казахстанской области и реки Сарычельды в Алматинской области. Детальное рассмотрение данного вопроса на основе договоров, подписанных Цинским Китаем и Царской Россией, показало, что современный Казахстан был поставлен в крайне невыгодное, уязвимое положение. Китай был вправе претендовать на подавляющую часть спорных участков площадью около 900 квадратных километров. И на начальном этапе переговоров Пекин ясно заявил о своих притязаниях на данные территории. Начиная переговоры с Пекином, политики и дипломаты быстро убеждались в том, что разговаривать с китайскими руководителями крайне интересно, но невероятно трудно. Китайцы не уверены, что разум иностранца способен постичь сложность любой ситуации. Здесь загадочное для европейца лицо Дальнего Востока, лицо, лишенное в своей застывшей непроницаемости всяких признаков зеркала души. Показать, что творится в твоей душе, значит нарушить всякие приличия, потерять лицо. Дерево дорожит своей корой, человек своим лицом, говорят китайцы. К чему шуметь и волноваться, если изменить что-либо ты вовсе все равно не сможешь? Пока над страной бушует буря, бамбук гнется, наступит затишье, он снова выпрямится. Терпение и приспособляемость позволяют китайцам спокойно встречать любые неожиданности. Кажется, нет ничего на свете, что могло бы разозлить китайца. Он наделен редкой способностью не принимать неприятности близко к сердцу и оберегать себя от того, что могло бы вывести его из внутреннего равновесия. Профессиональному синологу Токаеву многое было понятно.
Сложную историю пограничных дел он знал хорошо. Но когда начинались переговоры, неясно было, как поведет себя Пекин, когда возникнет большой вопрос о границах. Переговоры с китайцами напоминают тщательно отрепетированную пьесу, в которой нет ничего случайного, и в то же время все выглядит экспромтом. Китайцы помнят каждое ваше слово. В свою очередь, каждое замечание, сделанное китайцами, является как бы частью мозаики, общей картины. У иностранцев создается впечатление, будто они ведут бесконечный разговор с неким единым организмом, который все помнит и, кажется, обладает неким единым интегральным интеллектом. Это порождает трепет и бессилие перед подобной самодисциплиной и преданностью своему делу. Другая древняя китайская традиция – никогда не показывать, что существует какая-либо необходимость в сотрудничестве с иностранцами. Предложения, с которыми китайцы соглашаются, выполняются с поистине волшебной эффективностью. Другие идеи просто растворяются в непробиваемых облаках приторно-вежливых фраз. После студенческих манифестаций на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года все гадали, кто будет новым руководителем Китая. Называли разные имена, но Дэн Сяопин неожиданно предложил на пост генерального секретаря ЦК Компартии кандидатуру Цянь Цзэминя, который был первым секретарем Шанхайского горкома. Возможно, потому, что в Шанхае в этот период было спокойно, студенты продолжали учебу и не стали выходить на улицы. Дэн сам выбрал Цянь Цзэминя и назначил его на этот пост. У них сложились хорошие отношения. Дэн Сяопин предпочитал зимой отдыхать именно в Шанхае. Цянь Цзэминь создал Дэну все необходимые условия для отдыха и имел возможность много времени проводить с Дэном, беседовать с ним. Так шел к власти и Михаил Горбачев, у которого в Ставрополе отдыхал Юрий Андропов и другие видные советские руководители. Цянь Цзэминь был симпатичен Дэну еще тем, что он твердо управлял Шанхаем и не имел связи в Пекине. В 1955 году, будучи генеральный секретарь, инженер-электрик по профессии, год стажировался в Москве на автозаводе ЗИЛ, тогда он назывался ЗИС. Он говорил по-русски, а также по-румынски и по-английски. Касым-Жомарт Токаев. Цянь Цзэминь довольно сносно овладел русским языком. Это обстоятельство сильно повлияло на мировоззрение, в том числе на политические взгляды будущего руководителя Китая. Он буквально заболел русским языком и культурой. Уже будучи в преклонном возрасте, он тем не менее... Так, сейчас сначала дочитаем, а потом посмотрим фотографии. Он тем не менее использовал каждую возможность, чтобы продемонстрировать свои познания великого и могучего, народных песен и стихов известных советских поэтов. Папа Римский Франциск в сентябре 2022 года прилетел в Казахстан, чтобы принять участие в 7-м съезде мировых и традиционных религий. В те январские дни президент Турции Реджеп Эрдоган позвонил президенту Токаеву, чтобы выразить свою солидарность с Казахстаном, а потом прилететь в Астану. Свой первый зарубежный визит после начала эпидемии ковида председатель КНР Си Цзиньпинь совершил в Казахстан и обещал решительно поддержать республику. После январских событий президент Токаев занялся переустройством жизни в стране. Касым-Жомарт Токаев очень значимая фигура в международных делах, и Казахстан играет важную роль в мировой политике. Что такое новый Казахстан, говорит президент Токаев. Новый Казахстан – это справедливый Казахстан. Это страна, где дети уверены в своем будущем. Продолжаем читать. Мне не раз довелось быть свидетелем его сольных выступлений перед многочисленными аудиториями политических и общественных деятелей. В 2002 году на приеме во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Санкт-Петербурге Цянь Цзэминь спел куплет из русской народной песни, а затем продекламировал стихи Симонова «Жди меня, и я вернусь». С особым выражением он читал строку о скором возвращении, отчего некоторые руководители иностранных государств стали тревожно переглядываться. Мол, если китайцы, как обещает Цянь Цзэминь, вздумают возвращаться, мало не покажется. Назарбаев решил поддержать Цянь Цзэминя и спел популярную в наших краях песню «Дударай». К большому удивлению участников торжественного приема к пению присоединился Цянь Цзэминь, но исполнил эту песню на китайском языке.
получился своеобразный казахско-китайский дуэт. Позже выяснилось, что мотив «Дударай» хорошо известен китайцам. Более того, они считают эту песню своей народной. Правда, смысл слов абсолютно отличается от нашей песни, где говорится о любви русской девушки к казахскому парню. Китайский же аналог на мотив «Дударай» называется «Белой лилией». Созвучие же мелодий, как считают китайцы, свидетельствует о тесных культурных связях между Китаем и казахской степью в древности. Поначалу в мире Цзань Зиминя считали временной фигурой. Казалось, руководителю Китая не хватает опоры в аппарате. В отличие от своих предшественников, он не излучал власти, улыбался, рассказывал анекдоты, любил в разговоре подпустить иностранное словечко, легко устанавливал неформальные отношения с иностранными партнерами, что было немыслимо для других китайских вождей. Китайская кухня – это, с одной стороны, повседневная пища 1 миллиарда 400 миллионов человек, с другой – мечта гурманов, нечто графинированное и утонченное. Искусные китайские повара стараются сделать так, чтобы нельзя было догадаться, из чего приготовлено то или иное блюдо. Китайцы едят, что другим и в голову не приходит, но все это очень вкусно. Китайская кухня – тайное оружие китайской дипломатии. В китайские посольства по всему миру приходит множество гостей в надежде полакомиться китайскими деликатесами, а иностранные делегации, приезжающие в Китай, ждет райское наслаждение за традиционным обеденным круглым столом. И только после хорошей трапезы хозяева предложат приступить к переговорам. Впервые своему убеждению, что все прибывающие к ним иностранцы умирают с голода, китайцы обрушивают на гостей все великолепие своей кухни. Блюда подаются одно за другим, нескончаемой чередой, и китайцы следят за тем, чтобы тарелка гостя не пустовала. Во время трапезы следуют бесконечные тосты, в которых китайцы могут соперничать с кавказцами. Токаев. В апреле 1996 года в Пекине, после завершения саммита Организации сотрудничества, состоялся роскошный банкет, на котором рекой лилась знаменитая водка Маотай. Ельцин не пропускал ни одной рюмки, сопровождая каждую из них здравицами в честь Китая, китайского народа и его мудрого руководителя. В какой-то момент российский президент предложил высказаться послу Игорю Рогачеву. Известный китаевед, много лет работающий в КНР, произнес, по мнению Ельцина, очень невыразительный тост, за что получил строгое замечание. Что же вы хотите пожелать великому Китаю успех? Что же вы не хотите пожелать великому Китаю успехов? А еще посол. Цзань Зиминь отвечал взаимностью, много говорил, шутил и даже спел русскую песню. Веселье обретало неконтролируемый характер. Пьют в Китае крепкую водку Маотай, убийственный напиток, который не используется в качестве горячего для самолетов, только потому, что Маотай слишком легко воспламеняется. При этом звучат бодрые выкрики «Гамбэй! Пей до дна! Бокал или рюмку надо осушить залпом!» Дисклеймер. Алкоголь вредит вашему здоровью. Не обязательно пить. Предложивший тост следит за тем, чтобы не было обмана, и лихо, опрокинув свой бокал, показывает гостю, что надо следовать китайским традициям. Поэтому настроение участников трапезы быстро поднимается, и переговоры идут веселее и успешнее. Токаев. Китайский лидер сказал, что Китая не следует бояться. Эта страна заинтересована в мирном окружении и развитии добрососедского сотрудничества с Казахстаном. Китай никогда не сделает ничего плохого для Казахстана, никогда не причинит зла вашей стране, заявил Цзань Зиминь. Он сравнил Китай с большим драконом, каждое движение которого бросает в дрожь целые континенты. Поэтому, отметил Цзань Зиминь, наша страна ведет себя тихо и скромно. Основное внимание мы уделяем вопросам внутреннего развития, не вмешиваемся в дела других государств. Словно в подтверждение своих слов и обещаний не причинять зла Казахстану, Цзань Зиминь внес большой личный вклад в окончательное урегулирование пограничной проблемы между нашими странами. Китай был единственной мировой державой, оказавшей реальную помощь Казахстану во время финансового и экономического кризиса. Пекин выделил $10 миллиардов кредита
на льготных условиях. Он расположился к соседнему Казахстану, что было крайне важно для страны. Почему столицей Казахстана вместо Алматы стала Астана? Причины называли разные. Как правило, говорили, что Алматы перенаселена, а из-за опасности землетрясения высотное строительство невозможно. Да и возникли серьезные экологические проблемы. Была и еще одна причина. Город слишком близок к китайской границе, а столица должна быть в географическом центре страны. Выбор пал на город, который не раз менял название. Акмолинск, Целиноград, Акмала, Нур-Султан, Астана. Климат там суровый, летом жарко, зимой холодно. Алматы уютнее. Но Астана находится в самом центре Казахстана и всей Евразии. Касым-Жомарт Токаев запомнил, как в декабре 1995 года в роли министра иностранных дел повез иностранных дипломатов в будущую столицу. Иностранные послы были шокированы видом провинциального города. В Акмале мы увидели видавший виды старенький аэропорт, а по дороге в центр города огромные портреты героев социалистического труда. В самом же городе стоял огромный памятник лидеру мирового пролетариата Ленину, а также большой постамент с трактором в честь первоцелинников. Впечатление усугублялось врытыми в землю, покосившимися от ветров и ветхости жилыми домами и, конечно же, леденящим тело и душу морозом. Особенно тяжело пришлось послам теплых стран – Индии и Пакистана. С их лиц не сходила гримаса удивления и ужаса. Посол Ирана прибыл в Акмалу без шапки и после часового пребывания в новой столице, похоже, собрался в мир иной, куда, вероятно, и отправился бы, если бы не Малахай, любезно подаренный властями города. Посол США Элизабет Джонс потеряла на ветру свою фетровую шляпу, за которой по полю на левом берегу Ишима гонялся практически весь дипкорпус. Это была очень забавная сцена. Никто из послов не верил в быстрое осуществление плана по переносу столицы. На мои уверения в обратном дипломаты отвечали скептической улыбкой и сухими фразами о том, что город как и инфраструктурном плане, так и с точки зрения климата мало подходит для приема зарубежных представителей. Только в лице монгольского посла в холодный декабрьский день 1995 года я нашел соратника. Он сказал, что Акмала ему нравится. Погодой и зданиями она напоминает родной Улан-Батор. Мы в Министерстве иностранных дел были достаточно терпимы к запросам дипломатов, не торопили их с переездом, напротив, создавали надлежащие условия для комфортного пребывания дипкорпуса в новой столице. Эта тактика себя оправдала. Дипломаты поверили в реальность амбициозного и смелого плана по переносу столицы и постепенно стали перебираться. К этому подталкивала и рабочая необходимость, ведь все правительственные учреждения покинули Алматы. К тому же МИД пошел навстречу дипломатов и значительно упростил организацию их контактов с руководителями ведомств. По новому порядку уже не требуется обращаться в министерство только через протокольный департамент МИД. Разрешены непосредственные отношения с казахстанскими учреждениями. Это серьезный шаг в сторону либерализации режима деятельности дипкорпуса. Перенос столицы пошел на пользу стране. Нынешняя пандемия изменила облик больших городов. Во всем мире городские власти пытаются расширить тесные улочки, чтобы избежать толкучки, чтобы люди сохраняли дистанцию между собой. В мегаполисах создают пространство для пешеходов и велосипедистов. Город должен стать просторным, с широкими проспектами, продуваемыми всеми ветрами. А Астана, новая столица Казахстана, такой и была задумана и построена. В степи на месте провинциального Целинограда возник город, выполняющий ныне роль Центральноазиатской Женевы. Токаев. Первый пограничный договор с Китаем был подписан в апреле 1994 года. Данный документ юридически закрепил прохождение границы, за исключением двух спорных участков. По этим территориям продолжались напряженные консультации на всех уровнях, в том числе между руководителями двух стран. Следует признать, что сомнения в пакетном урегулировании пограничного вопроса высказывались как китайской, так и казахстанской стороной, и у каждой из них были свои причины. Пекин справедливо полагал, что вполне способен изъять все оспариваемые территории. Казахстану же не хотелось расставаться с тем, что при Советском Союзе было принято считать своим. Можно с полной уверенностью утверждать, что
Своевременное решение пограничного вопроса с Китаем было выгодным для Казахстана. Другого пути, кроме неукоснительного соблюдения российско-китайских договоров, быть не могло. Попытки оказать давление на Пекин исключались как неадекватные геополитическому раскладу сил. Оставалось лишь убедить высшее руководство в необходимости скорейшей договоренности по этому важному вопросу. Цзань Цзэминь произнес многозначительную фразу: «Пограничную проблему нужно решать, не откладывая дело в долгий ящик. Следующие поколения руководителей с этой задачей уже не справятся, что породит множество трудностей для наших потомков». Нельзя не согласиться с глубоким видением возможного развития ситуации китайским лидерам. К этому можно добавить, что правовая двусмысленность на границе, где два участка оставались бы вне юридических договоренностей, чревата многими опасностями для Казахстана. Прежде всего, выдвижением территориальных притязаний. Тем более китайская историография утверждает, что земли, простирающиеся вплоть до Алматы, включая озеро Балхаш, дескать, когда-то принадлежали Поднебесной. Подписание 4 июля 1997 года договора о границе с Китаем практически свело на нет возможность территориальных притязаний к Казахстану. По признанию одного из высокопоставленных сотрудников, работавшего в международном отделе ЦК КПК, отныне все издающиеся в КНР карты должны показывать границу именно так, как она была зафиксирована соглашением руководителей двух стран. Есть все основания утверждать, что пограничный договор имеет историческое значение для нашей страны. Теперь уже не секрет, что после подписания договора Цзань Цзэминь подвергся критике со стороны военных и некоторых государственных работников в самом Китае, а также со стороны различных организаций и средств массовой информации Гонконга и Тайваня. По-другому быть не могло, ведь быстро набирающий силу и авторитет Китай согласился передать 53% оспариваемых территорий Казахстану. Критики утверждали, что переговоры с молодым государством надо бы продолжить, чтобы добиться возвращения в лоно Китая всех земель. Большой успех Токаева. Территориальная проблема была снята с повестки дня. В Алма-Аты обещали запретить сепаратистскую деятельность уйгуров на своей территории. В Пекине согласились не препятствовать переезду казахов из Китая на историческую родину. В 1920-е и 1930-е годы коллективизация, раскулачивание, изъятие скота привели к тому, что численность казахского населения сократилась почти наполовину, причем почти треть казахов откочевала за пределы Казахстана. В первой половине 90-х казахские семьи начали возвращаться на историческую родину. Возникли трудности. Казахи, которые жили в Монголии и Китае, не знали русского и не владели казахским языком в кириллической записи. Казахи в Китае и Иране используют арабскую запись, в Турции – латинскую. 23 декабря 1922 года в Пекине был заключен договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве КНР и Казахстана. Нурсултан Назарбаев попросил Токаева перевести на китайский язык шутливую фразу, обращенную к Цзань Цзэминю: «Мы только что подписали важный договор, который будет действовать 20 лет, значит, нам нужно работать еще 20 лет». Китайский руководитель оценил юмор и с широкой улыбкой ответил: «Это невозможно, я уже в возрасте». После паузы добавил: «Ваш министр иностранных дел говорит по-китайски лучше, чем ваш переводчик, и даже лучше, чем я, так как у меня сильный акцент». Токаев: «Это была скорее комплиментарная, нежели реальная оценка. Цзань Цзэминь, наверное, хотел показать, что симпатизирует мне, ведь мы знакомы друг с другом много лет. Наша первая встреча состоялась еще в 1989 году». Цзань Цзэминь уже сложил в себя полномочия генерального секретаря ЦК КПК, но оставался председателем КНР, то есть главой государства. Токаев. Оставалось совсем немного времени до его ухода из большой политики. Покидать высокую должность, тем более высший пост в Поднебесной, нелегкое дело. Китайский руководитель сказал руководителям Казахстана: «Я чувствую себя очень легко, поскольку сложил с себя часть полномочий, передав их Ху Цзиньтао. У меня нет сомнений, что он справится со своими обязанностями, и вы найдете с ним общий язык». Объяснил внутреннюю ситуацию в стране. В Китае произошла смена поколений. К власти пришло 4-е поколение руководителей. Токаев обратил внимание на то, что себя
Цзянь назвал стабилизатором китайского руководства, тем самым дал понять, что смена поколений проходит не так гладко и спокойно, как это могло бы показаться внешнему миру. Спустя 3 года Цзянь Зиминь, уже оставив все посты, был более откровенным, вспоминал Токаев, и поведал гостям никому неизвестные факты из истории смены поколений. В Китае все считают, что Ху Цзинтао был выбран Дэн Сяопином. На самом деле это не совсем соответствует истине. Спустя 3 года после моего пребывания во главе Китая, Дэн Сяопин сказал мне, что нужно думать о том, кто станет лидером 4-го поколения руководителей, и дал поручение составить список кандидатов, чтобы выбрать из них наиболее достойного. Я принялся за работу, долго размышлял, после чего явился к Дэн Сяопину и сообщил ему, что самым подходящим человеком является Ху Цзинтао. Дэн Сяопин согласился со мной, сказал, что он тоже думал об этой кандидатуре, поэтому Ху Цзинтао выбрал я, а Дэн Сяопин поддержал мое предложение. Это откровение стало для нас полной неожиданностью. Обычно китайские чиновники, тем более руководители, избегают подобного рода разговоров о кухне приятия кадровых решений. Внутренняя политика не является темой комментариев и прогнозов в местной печати, где, как правило, публикуются лишь официальные сообщения. Специалисты-китаеведы изучают ситуацию в стране по отдельным фрагментам публикаций в китайских средствах массовой информации, читая их между строк. Из выше приведенного высказывания Цзянь Зиминя можно было сделать вывод, что он не во всем доволен своим преемником, что-то в его деятельности и поведении ему не нравится. А может быть, это всего лишь старческое брюзжание, проявление ревности по отношению к более молодому и популярному руководителю. Цзянь Зиминь поделился еще одним интересным наблюдением. Главной тенденцией современности является национализм. Если в начале и середине прошлого столетия национализм был положительным явлением, то в нынешних исторических условиях это разрушительная сила, угрожающая основам крупных государств. 3 июля 2005 года руководители Казахстана и Китая подписали документ под названием «Стратегическое партнерство на 21 век». Вот мы и прочитали 15 главу, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующую 16 главу. Глава правительства. Всем пока-пока, увидимся послезавтра.